Я не практик, не экономист, поэтому я буду рассуждать со своей академической политологической колокольни и начну с такого очень краткого экскурса в историю. Как мы знаем, центральноазиатские государства, обретя независимость, попытались создать Центральноазиатский союз. Вернее, изначально это были 3 республики — Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, потом присоединился Таджикистан. И главной мотивацией создания такого союза было чувство уязвимости, понимание, что вместе, восстановив связи между республиками, создав новые интеграционные структуры, будет легче выживать и легче строить будущее. Это был очень амбициозный проект. Был создан Межгосударственный совет, Совет премьер-министров, Совет министров иностранных дел и обороны. Также был постоянно действующий рабочий орган, исполнительный комитет Межгосударственного совета. Был создан Центральноазиатский банк сотрудничества и развития, правда, с очень маленькой суммой, около $6 миллионов. Также было положено начало согласованию политики в области транспорта и коммуникаций, использовании топливно-энергетических и водных ресурсов, строительстве, эксплуатации газопроводов. Принята программа экономической интеграции между государственными участниками до 2000 года, и даже начата ее реализация. И стала координироваться внешнеполитическая и оборонная деятельность. То есть планы были очень такие большие. Но, как мы знаем, эта попытка не удалась, и как вы видели в приглашении на это мероприятие, в 2005 году Организация Центральноазиатского сотрудничества исчезла, влившись в Евразийское экономическое сообщество. Почему не удалась эта попытка? В общем-то, было много работ, анализирующих причины неудачи. Я здесь использую анализ Умирсея Кокосенова, первого директора Казахстанского института стратегических исследований, и моего отца. Его работы у меня всегда под рукой. Он говорил о наследии прошлого, противоречиях переходного периода от плановой экономики к рыночной, а также о выявившихся различиях в стратегии развития и воздействии внешних факторов. Первая причина — это то, что объем торгово-экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии значительно ниже, чем у каждого из них с партнерами вне региона. Во-вторых, структура экономик, которая носит преимущественно сырьевой характер, поэтому, в общем-то, экономики, они не являются комплементарными. В-третьих, это экономическая, технологическая отсталость и острый дефицит финансовых ресурсов, что, в общем-то, вынуждает центральноазиатские государства смотреть не регионы, на развитые страны, а не друг на друга. И в-четвертых, это различия во внешнеполитической и внешнеполитической стратегии. Например, тот факт, что Казахстан и Кыргызстан в силу особенность этнодемографической композиции и более глубокой зависимости от России и ряда других причин ориентируются не только на внутрирегиональную интеграцию, но и на сохранение кооперационных связей с Россией. В общем-то, это было написано в конце 90-х, но мы видим, что эти причины, с некоторыми модификациями, эти причины остаются. Когда рассуждают о региональной интеграции, кооперации, интеграции в Центральной Азии, говорят о роли личности, межличностных отношений, и это, конечно, играет свою роль. Мы были очень рады, когда новый президент Узбекистана взял курс на развитие сотрудничества с соседями и регионального сотрудничества. И, в общем-то, очень хорошо, что были консультативные встречи, 2 консультативные встречи на высшем уровне в марте 2018 года и в ноябре 2019 года. Но, тем не менее, структурные факторы, которые мешают развитию кооперации, они, в общем-то, остаются. Поскольку я уже сказала, я не практик, не экономист, мне очень сложно предлагать какие-то конкретные решения, но мне кажется, полезно было бы переформатировать наш взгляд на регионализм в Центральной Азии, и я хочу предложить вот как бы таких 3 пункта в этом ключе. Первый — это как бы подход к регионализму. Принято смотреть на государства, в общем-то, и считать их главными акторами, локомотивами или, наоборот, ограничителями региональной интеграции. Но если мы посмотрим на новые подходы к изучению регионализма, они говорят о необходимости расширения рамок анализа и включении не только государственных акторов, но и негосударственных акторов, таких как бизнесы, таких как гражданское общество
И, в общем-то, важность гражданского общества сложно переоценить, когда мы говорим о выстраивании человеческих связей, а также солидарности в регионе и региональной идентичности и так далее. Также эти новые подходы говорят о том, что надо смотреть как на формальные, так и неформальные сети. В общем-то, то, что хорошо можно выразить английским словом governance, к сожалению, на русский оно немножко так сложно переводится. Обычно переводят как управление, но это как бы более широкий термин, который рассматривает не только структуры, но и социальные процессы. И, в общем-то, социальные процессы, процесс социальной координации, они очень, очень важны для понимания, как что работает. И мне кажется, тут много работы для нас, исследователей, понять, как на самом деле живет и сотрудничает регион, посмотреть, как работают неформальные механизмы, например, неформальные механизмы решения хозяйственных споров. Мы знаем, что они могут практиковаться как и представителями власти. То есть, мне кажется, было бы интересно посмотреть на регионализм в Центральной Азии именно через призму governance, а не только смотреть на то, что происходит официально между государственными институтами. Второй момент – это рассматривание регионализма как часть внутренней политики государства. То есть посмотреть, как развивается регионализм через регулирование внутренних отношений, через политики в разных областях. Например, если мы посмотрим на стратегию развития Китая, мы знаем, что там очень большая ставка делалась на развитие провинций через экономическое сотрудничество с соседями. В общем-то, через выстраивание региональных производственных цепочек. Это началось с восточных береговых провинций, потом это распространилось на другие провинции. То есть посмотреть, как могут выстраиваться, переформатироваться отношения между центром и провинциями в этом ключе. Третий момент, который я хотела тоже предложить, это посмотреть на цели региональной интеграции. Регионализация, она может использоваться как для открытия региона, да, и интернационализации региона, так и от защиты региона от внешнего мира. И мы можем привести пример Евразийского таможенного союза, который частично снизил открытость наших экономик. Если мы поймем цели регионального сотрудничества, кооперации, интеграции, мы можем понять, как это регулировать, что приоткрывать, что призакрывать, куда вкладывать ресурсы, какие производственные цепочки можно выстроить или в какие производственные цепочки можно встроиться. Сегодня утром, в 4 утра, у меня был еще один вебинар, который проводил ОЭСР, и они обсуждали, что происходит, влияние COVID-19 на экономики Центральной Азии и какие решения можно найти. И, в общем-то, что было интересно, они тоже проводили пол, и выстраивание региональных производственных цепочек было выбрано участниками в качестве самого такого многообещающего подхода к выходу из кризиса. Вот. И, конечно, надо учитывать процессы глобализации, учитывать геополитические процессы. Абсолютно правильно Рахим сказал и про Россию, и про Китай. В общем-то, сейчас, на мой взгляд, очень хороший момент подумать, что мы хотим, да, в качестве государств, в качестве соседей по региону, что возможно сделать. И, в общем-то, в некотором смысле сейчас мне напоминает начало 90-х, когда было вот это вот большое ощущение уязвимости и неопределенности. И, в общем-то, как бы такой хороший вызов подумать и мобилизоваться. Мне кажется, вы очень правильно сказали, что необходимо расширить рамки анализа и включить не только межправительственные какие-то соглашения, но и в целом коммуникации на уровне бизнеса, гражданского общества. Мне кажется, интересный подход. Вот как вы полагаете, вот взаимный интерес стран Центральной Азии друг к другу с точки зрения бизнеса и гражданского общества, какова его динамика? Вот, потому что если раньше существовала у нас определенная такая парадигма, что мы тюркские народы,
по сути, мы одна семья народов, и вот на вот этой тюркской основе мы как-то можем объединяться. Вместе с тем, вот, мне кажется, иногда совершенно неожиданный вот пример внутриполитических вопросов, который был в Кыргызстане, когда один из кандидатов в президенты, соответственно, использовал такую антиказахстанскую риторику во внутриполитических целях. То есть для того, чтобы выбрать какой-то, создать образ врага, торпедировать его достаточно успешно. И мне кажется, вот для меня лично этот кейс, он поставил такой большой крест на вот наших иллюзиях, на интеграции на такой общей тюркской основе, потому что мы видим, что достаточно быстро и достаточно успешно можно возбудить ненависть, хейт даже в отношении ближайшего соседа. Если посмотреть на формальные показатели, то есть взаимные поездки, количество пересечений в динамике, туризм, то есть насколько вы считаете высок интерес на уровне людей и народа друг к другу? Ну, во-первых, не все мы тюрки, да, есть Таджикистан, они, в общем-то, не тюрки. По идентичность она важна, но, в общем-то, идентичность — это конструкция, и поэтому я упомянула роль гражданского общества, который может помочь в создании региональной идентичности, которую не обязательно строить на мифологизации прошлого или что-то. Ну, как прошлое, оно, конечно. Вы можете какие-то успешные примеры привести, когда гражданское общество, оно коммуницирует и создает какие-то такие тонкие связи, тонкие скрепы между нашими странами? Ну, из таких прям очень недавних примеров это проблема, которая возникла у таджикских журналистов, и это через социальные сети, информация об этом пошла через социальные сети, и люди начали собирать деньги, чтобы помочь таджикским журналистам. В общем-то, как бы это может работать на очень разных уровнях. А что касается бизнеса, мне кажется, мотивация для бизнеса — это не столько как бы тюркское там братство и так далее, а больше бизнес-интересы. И тут, конечно, важно какое будет регулирование, какие механизмы решения споров, да. В этом может помочь как государство, но и если будет лоббирование бизнеса, мне кажется, это тоже будет хорошо. Мне кажется, если мы хотим развиваться, то самодостаточность, импортозамещение — это, конечно, не вариант. В принципе, у нас слишком маленькие экономики, чтобы как-то пытаться что-то сделать такой прям проект импортозамещения, и даже и у больших, гораздо больших экономик это не получилось, например, у Индии. Поэтому нам надо как-то научиться встраиваться в как бы в большие региональные форматы, в глобальные форматы. Я, в общем-то, про это и хотела сказать, когда говорила о целеполагании, понять, что нам нужно, да, где мы должны больше приоткрыться, а где мы должны, в общем-то, что-то, может быть, защитить в течение какого-то времени. Но должно быть какое-то стратегическое видение и хорошее понимание ситуации и трендов и так далее. Поэтому мне кажется, что это не вариант. Надо искать пути развития, встроившись в эти вот как бы большие цепочки, и производственные цепочки, и различные форматы сотрудничества. По поводу американской программы C5+1, да, деньги тратят, получается, C5+1, она возникла после того, как вы тут упоминали профессора Фредерика Старра, и вот как бы такой большой проект подключения Центральной Азии к Южной Азии через Афганистан. В общем-то, проект нового шелкового пути, он не получился по большому счету. Какие-то проекты еще остались, там Касса и так далее, но по большому счету все понимают, что не очень не пошло это. C5+1, мне кажется, гораздо более такая практичная инициатива. Она шла, довольно хорошо шла. Сейчас не совсем понятно, что происходит вообще с американской внешней политикой. Очень как бы сильно ее штормит, как бы с точки зрения выработки стратегий, приоритетов, а также много перетурбаций внутри Госдепа. В общем-то,
я думаю, после выборов станет чуть более понятно вообще, что будет происходить с американской внешней политикой, как в отношении Китая, России, ну и уже, соответственно, в зависимости от этого по отношению к нам. И тут я бы хотела еще упомянуть Европейский Союз. Да, мы знаем, что немецкий GIZ сокращает помощь Центральной Азии, и, в общем-то, да, как бы только Узбекистан попал в лист. Но Европейский Союз он продолжает поддерживать региональное сотрудничество в Центральной Азии и выделяет существенный бюджет на различные программы, которые в той или иной области поддерживают региональное сотрудничество. Еще один вопрос сквозной хотел бы адресовать нашим спикерам касательно технологий, технологических платформ. Вот мне показалось, что с такими большими вызовами, как в том числе эпидемия, пандемия коронавируса, один из ответов, он лежал в области технологий. И сейчас мы видим, что страны Центральной Азии, они неизбежно притягиваются к различным цифровым технологическим платформам. То есть можно в качестве примера взять, допустим, компанию Яндекс. Я думаю, что она доминирует в регионе, Яндекс Такси, поисковики Яндекс, и с точки зрения наличия баз данных, понимания вообще логистики в регионе, понимания маршрутов, эта компания сейчас имеет данные гораздо больше, чем правительство наших стран. Вот. Есть грядущая технологическая платформа 5G, и ряд экспертов считает, что не только страны Центральной Азии, но в целом практически весь мир, он будет поставлен перед необходимостью выбора той или иной технологической платформы, США либо Китай. Вот. Что вы думаете по этому поводу? Насколько технологические платформы, в целом тренды цифровизации, они предопределят дальнейшее будущее региона? Я согласна, предопределят, мне кажется, очень... Как все движется в этом направлении. И действительно, в этом плане тоже надо будет очень тщательно подумать, что чем чревато, соответственно, сделать выбор. Как бы 5G, там еще и европейский вариант есть, в общем-то, Ericsson. И если посмотреть на российские компании, то они диверсифицированы. Кто-то работает с Huawei, кто-то работает с Ericsson, кто-то ориентируется на еще на что-то, я уже сейчас не помню. Но к тому, что даже в России еще ситуация не окончательно определившаяся. Вот. Поэтому нам очень серьезно надо подумать, конечно.